также теперь вы знаете все о моей игре. Как оказалось, не все. Всем привет, с вами Ксандр Кэт, и в данном видеоролике я сделал дополнение к айсбергу «Одна ночь со зловещей мышью». Пожалуйста, если вы не видели первую часть, то обязательно ее посмотрите. Я попытался сделать тот ролик максимально насыщенным, но, к сожалению, много просмотров он не набрал. А на этом я вас задерживать больше не буду, мы начинаем. Самая первая версия Revived. В самой первой версии Revived был какой-никакой прогресс. Там действительно было видно то, что игра была сделана неплохо. Там было изменено меню и добавлено больше кнопок. Например, добавлена кнопка «Вертикальная синхронизация» в меню. Также в экстрас меню была добавлена кнопка скримеров. Также были переделаны полностью камеры и офис. Ну и наконец в этом обновлении я решил сделать новую механику, которую вы все и так знаете. Ну и вообще это обновление вышло неплохим. Кстати, вот вам забавный факт про следующее обновление. Когда я только разрабатывал версию 1.3.0, я ненароком допустил ошибку в объекте ini. Что такое ini, я не буду объяснять. А ошибка там была следующая. Я нечаянно неправильно назвал документ сохранения, из-за чего в игре их появилось два. Зловещая мышь-самоубийца и зловещий Освальд от Бонкерсфейс. Один мой товарищ под ником Бонкерсфейс решил сделать свои версии моих костюмов. Эти костюмы мне очень понравились, и я сказал ему то, что добавлю их в ремастерд версии как пасхалку. Но вот его версию зловещей мыши-самоубийцы я решил добавить в игру как полного персонажа. Он должен был появляться в отдельной комнате и вести себя как обычные костюмы. Фанатский арт на Генри Клауда. Данный арт рисовала моя подруга. После того, как посмотрела мой айсберг. К слову, он мне очень понравился, и это теперь канон. Иконки менялись каждое обновление. Если честно, я даже понятия не имею, зачем я добавил это в айсберг. Но просто на будущее, чтобы вы знали, иконки менялись каждое обновление. Тизер по зловещей мыши-самоубийце. Данный тизер был размещен на фандоме One Night with Sinister Mouse. На обычной версии фотографии ничего не видно, но если ее осветлить, то можно увидеть саму зловещую мышь, а также надпись «Мы идем за тобой». Неиспользованные экраны в меню. Речь идет про исправленную версию. Там было два экрана, которые больше не используются в игре. Я их убрал, потому что они смотрелись нелепо и смешно. К тому же я тогда нормально не умел пользоваться костями. Другие версии комнаты вещания. Если вы думали то, что комната вещания имеет всего одну версию, то нет. У комнаты вещания было еще 3 версии, которые опять же были вырезаны, потому что не вписывались в стиль игры. Удаленные дискорд-сервера. По одной ночи со зловещей мышью было всего 2 дискорд-сервера. Первый дискорд-сервер сделал не я, а один из коллабораторов проекта. Второй тоже вроде бы сделал не я, а тот же самый коллаборатор. Ну и вы, наверное, скажете, ну простые дискорд-сервера, что в этом такого? Дело в том, что я эти дискорд-сервера, один из них удалил полностью. Там было, для меня нормально участников, а второй я просто ливнул оттуда, сказав то, что он не является официальным. К слову, был еще один дискорд-сервер, но мы потом его переименовали в мой. 22-я версия маскота планировалась в ремастеред версии. Речь идет про зловещую мышь-самоубийцу, как я ее назвал, 22 версия. К слову, эта модель мне очень понравилась. Так вот, я собирался добавить эту модель в ремастерд версию как полного персонажа, но потом это было отменено. Во-первых, потому что, конечно же, этот персонаж не особо вписывался в стиль игры, а во-вторых, потому что у меня уже была вот эта вот модель, и она уже более подходила под стиль игры. Зловещий бестелесный ремодель.
Один из моих товарищей решил переделать модель зловещему бестелесному, и у него получилось это. Как по мне, это самая лучшая модель в игре. Только вот проблема в том, что это скорее был тизер для зловещего бестелесного, потому что в игре он, к сожалению, никак не взаимодействует. Другие зловещие костюмы. Других зловещих костюмов я делал очень много. В основном такие костюмы никогда не были каноничными и делались просто по фану. Но вот со зловещей Артенсией дела обстояли куда лучше. Она должна была появиться в ремастеред версии, но потом я эту идею отменил, потому что и так было очень много персонажей. ssmfu.png. Я думаю, все вы знаете то, что если мышь-самоубийца проходит на какой-то камере во ФНАТе, то какой-либо постер или вещь заменяется на его лицо. Ну так вот, когда-то давно я решил сделать зловещей мыши-самоубийцы точно такую же механику. Это было несложно. Я в интернете нашел фон с черно-белыми цветами. Немножко поиграв со всякими эффектами, я налепил по центру рисунка зловещую мышь. Вот так и появилось это изображение. Самая первая версия скримера заброшенного Гарфилда. В принципе, мне тут даже нечего сказать. Просто скажу то, что анимация выглядит ужасно. Самое первое видео по «Одна ночь со зловещей мышью». Самое первое видео по «Одна ночь со зловещей мышью» записал человек с именем Альберт Винт. К слову, его видео вышло на один день раньше, чем мое. Я до сих пор не понимаю, почему я не добавил это в первый айсберг. Потому что данный человек реально помог мне с игрой. Кстати, он еще и записал самое первое видео по самой первой версии Revived. Неканоничные персонажи. К неканоничным персонажам, как я уже говорил ранее, относятся такие: другие зловещие костюмы, зловещий Гуфи, а также обновленная зловещая мышь. В принципе, в игре было много неканоничных персонажей. И да, я бы даже назвал всю линейку зловещих костюмов, кроме зловещей мыши и зловещего Освальда, назвать неканоничными персонажами. Или даже назвать того же заброшенного Гарфилда неканоничным персонажем. Но это все, конечно же, мои придирки. Ибо, например, тем же самым зловещим костюмам нужно сначала попасть в игру, чтобы стать каноничными персонажами. Другие моды в ремастеред версии. Прямо сейчас пойдут спойлеры про идеи и обновления ремастеред версии. Данные спойлеры я не хотел нигде говорить или выкладывать про них посты, но в связи с недавним постом в GameJolt мне все-таки придется. В ремастеред версии должно было быть всего лишь 3 мода. Первый. Всем вам уже известный челлендж мод. Там должен был быть заброшенный Гарфилд и еще пару персонажей, но не из эпохи Дисней. Второй мод — это связанный с адом. Что-то типа отсылка на ФНАТе конец Диснея. А также еще один, который называется теневой режим. К слову про теневой режим. Теневой режим должен был еще добавлен в Revived версию. Там все действие происходило ночью. Наша главная героиня должна была светить фонариком, чтобы найти ближних костюмов и отогнать их. Там еще должна была быть шкатулка. И если она сядет, то к нам в офис придет некий зловещий, которого просто так не отогнать. Кстати, зловещий — это гуманоид, который является теневой версией заброшенного Гарфилда. Моды по «Одна ночь со зловещей мышью». К сожалению, о данном явлении знаем только мы с моим товарищем. В общем, когда только была выложена версия 1.3.0 Revived, я решил сделать свой собственный мод по «Одна ночь со зловещей мышью», который после должен был развиваться. Другие люди делали бы такие же похожие проекты, только со своими персонажами и механиками. Должен был быть открытый МФА, который все могли скачать без проблем. И после чего они могли добавлять в мой мод все, что захотят, а после это выкладывать в сеть. И некоторые моды могли даже попасть на страницу игры. Жалко, правда, то, что этого больше никогда не произойдет. Но зато я могу показать вам все мои доработки, которые я делал в своем моде. Итак, знакомьтесь, «Одна ночь с незаконченной мышью».
Незаконченная мышь представляет из себя маскота, который похож на Суисайд Мауса, но не совсем. Его лицо не до конца закрашено, также можно увидеть красные пятна на его перчатках. Спавнится он в комнате уборной, где проводит чаще всего свое время, лишь изредка приходя в офис. Фантайм Микки представляет из себя персонажа на сестринскую локацию. В меню, а также во время скримера у него отсутствуют глаза. Спавнится он неизвестно где, но все равно не против прийти в офис игрока. Паук Микки представляет из себя гуманоида, у которого большая голова и тоненькие лапки. Спавнится он в комнате Королевства пауков. К слову, ту комнату можно подсветить фонариком, используя кнопку Ctrl. В офис он приходит через вентиляцию. Зловещая мышь в офисе. Если вы сейчас подумали, то что я говорю про зловещую мышь-самоубийца в офисе, то нет. Я собирался добавить пасхалку на оригинальную зловещую мышь. К слову, у меня это получилось, потому что была моя собственная версия по зловещей мыши. Но я потом забыл добавить эту пасхалку, и она осталась забытой. Хэллоуиновское и декабрьское обновление. Когда-то давно мы с моим товарищем решили задуматься над мини-обновлением. Это, как вы уже поняли, хэллоуиновское и декабрьское обновление. К сожалению, я не знаю точно всю информацию, потому что она уже давно забыта, но постараюсь рассказать, что знаю и помню. Как я помню, заброшенный Гарфилд должен был стать эльфом. Зловещий Освальд должен был стать что-то типа помощником Санты, а сам Санта был зловещая мышь. Чуть позже я это, конечно же, отменил, потому что не было на это времени. И это стало забыто. Ночь ужаса. Как мне сказал друг, Ночь ужаса является Lost Media. Там был сюжет про чистилище. Вы меня, наверное, спросите, а при чем же тут одна ночь со зловещей мышью? Дело в том, что это была фан-игра на нее. То есть, да, это фан-игра на фан-игру. Также я участвовал в этом проекте и был там кодером. Но потом, к сожалению, мы с создателем поссорились, и кодером стал другой парень. На самом деле, мне действительно жаль, что такой проект попал в Lost Media. Я, конечно, понимаю, что это фан-игра на фан-игру, но эта фан-игра могла стать лучше оригинала. И тогда бы мой проект стал, возможно, более популярным. Игровой код не был создан мной. Да, это действительно правда. Когда-то давно мой товарищ отправил мне игру и ее МФА. Немного переделав этот МФА, я все-таки добился исходного результата. И моя фан-игра была создана. Ну вот и закончился данный айсберг. Теперь уж вы точно знаете все о моей игре. К слову, данный айсберг вышел больше по времени, чем прошлый. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Ну а я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Один из кого? Да что такое? Какого хрена мне пишут во время записи? Так, новый ролик, как бы поздороваться. Всем привет, с вами Александр Кайт, в данном видеоролике я расскажу... расскажу. Как я помню, заброшенный Гарфилд должен был стать эльфом, а заброшенный Освальд подругой Санты. Подругой Санты? Что?